Париж – это город, который невозможно уложить в одну картинку. Для кого-то он ассоциируется со сверкающей Эйфелевой башней и гениальными полотнами в Лувре. Для кого-то с величием Пантеона и готическим обликом Нотр-Дама. А для кого-то это смелое, современное искусство в центре Помпиду и загадочная атмосфера Монмартра. В этом городе каждый находит что-то свое. И сегодня я покажу вам еще одну его сторону. Добро пожаловать в Париж! С чего начинается Париж? Правильно, с поиска жилья, от цен на которые слегка дергается глаз. Но если хотите прочувствовать всю магию города, селиться нужно строго в центре. Лайфхак проверен на практике. Собираете большую компанию и снимаете квартиру. Это спасет ваш бюджет от полного краха. Ну а чтобы вы не гадали, как выглядят те самые заветные парижские квадратные метры, добро пожаловать в наш мини-рум-тур. Ну что, сейчас покажу вам быстренько рум-тур наших апартаментов в Париже. Ну, как видим, здесь все необходимое для жизни имеется. На самом деле, квартира, я оказалась очень довольна, мои дети висят уже. Я тоже необходимая. Значит, спальное место номер раз. Диван. Диван. И вроде говорили, что он раскладывается. Дальше здесь у нас санузел совмещенный. Есть спальня с прекрасным видом, я считаю. Потолки высокие. Это верхний этаж. И девчонки себе уже забронировали, конечно же, лежбище морских котиков. Помогите. Дети. Так, значит, тут у нас лесенка. Запрещенная территория. Ну, упустите. Тут тоже большое спальное место. И тут есть гардеробная, но, как мы видим, если вдруг к нам зайдут гости, у нас есть где их разместить. Вот. Квартира небольшая, но, по-моему, очень даже ничего. Девочки, вам как? Нравится? Гулять идем? У нас окно тут сверху есть на потолке. Ух ты! Это вот тот собор. Это собор. Класс. И будильник есть. Много зеркал. Прям как этот самый, для девочек, для девочек. Блин, ну прикольно. У нас здесь кинотеатр, из кровати смотрим. Вы будете сверху смотреть? Да. Мы еще не решим. Красиво, опрятно, правда не очень бюджетно. 5 спальных мест порядка 200 евро в сутки. Хотя видишь этот вид из окна и о цене как-то сразу забываешь. Девочки, вы видели вид из окошка? Нет. Вам не интересно? Милена! Бонжур! Начнем наш маршрут с самого парадного подиума Франции – Елисейских полей. Почти 2 километра идеальных аллей от площади Согласия до Триумфальной арки. По сути, это продолжение королевских садов, где архитекторы вымерили все до миллиметра. Гуляя здесь, спина сама собой выпрямляется, а походка становится аристократичной. Самая известная улица Парижа, воспеваемая в песнях и ассоциирующаяся с городом. Здесь расположены элитные магазины, а в конце магистрали стоит Триумфальная арка.
Сейчас это привлекательная торговая улица с огромным количеством людей, а вместе с этим и карманников. Поэтому на Елисейских полях будете особенно осторожны. А вы знали, откуда такое красивое название? Оно пошло от Элизиума, древнегреческого рая, куда боги отправляли своих любимчиков. Хотя рай тут был не всегда. Представьте, пару веков назад здесь были сплошные поля и крестьянские угодья. Все изменил Людовик XIV, который решил, что аристократии негде выгуливать свои наряды. Статус обязывает и сегодня. Елисейские поля – это мекка для тех, кто хочет дорого и со вкусом опустошить кошелек в брендовых бутиках. Ну а если тяжелый люкс в ваши планы не входит, то просто наслаждаемся видами и смело двигаем дальше по прямой, прямо к Триумфальной арке. Даже обычная проходка у Триумфальной арки ощущается как дефиле на подиуме. Здесь реально накрывает чувством какого-то невероятного величия. Подойти к Триумфальной арке – это абсолютный must-have. Ее начали строить в 1806 году по приказу Наполеона. Он хотел, чтобы его войска проходили под ней с триумфом, как в Древнем Риме. Ирония судьбы в том, что строили ее целых 30 лет, так что сам император финала и не дождался. Высота 50 метров, и снизу эти каменные битвы и фигуры воинов подавляют своим масштабом, а в самом центре этого величия горит вечный огонь над могилой неизвестного солдата. Тихий и мощный символ памяти о героях Первой мировой войны. Так что Триумфальная арка – это не просто памятник архитектуры, это место, где сплетаются слава, боль, торжество и память, и где Париж открывается во всей своей многогранности. Подняться на крышу арки можно по лестнице, и это, пожалуй, главная развлекалочка локации. Оттуда открывается одна из самых эффектных панорам Парижа. Перед вами расходятся лучами сразу 12 авеню, включая уже осмотренные нами Елисейские поля. Правда, не только зримые пути расходятся у этой арки. Есть еще несколько невидимых. Правда, находятся они под землей. Поэтому Триумфальная арка – это отличное место на нашем пешеходном маршруте, чтобы немножечко смуклевать и укоротить его. Все дело в том, что прямо под аркой находится целое хитросплетение всевозможных подземных ходов и переходов, в том числе и знаменитое парижское метро. Да, помню, что обещала вам пеший маршрут по городу, но проблема в том, что достопримечательностей в Париже так много, что оббегать их все на своих двух будет слишком накладно, а значит, метро – это вполне себе неплохой компромисс. Так что давайте-ка о нем поговорим. Парижское метро – это настоящая легенда. Здесь больше 300 станций, и это одна из самых старых и развитых подземных сетей в мире. Поначалу оно может показаться запутанным, но на самом деле в нем очень легко разобраться. Но здесь даже вход в метрополитен выглядит настолько мимишно и красиво, что невозможно не остановиться, не полюбоваться такими простыми вещами. Все линии метро обозначены номерами и цветами. Чтобы найти свой маршрут, просто посмотрите на карту. У каждой линии есть конечная станция в каждом направлении. На указателях метро всегда будет указан номер линии и ее конечная станция. Это и есть ваш главный ориентир. Самый простой способ проложить маршрут – это использовать Google Maps или официальное приложение RATP. Они всегда покажут вам, на какую линию и в какую сторону садиться. Честно говоря, я все поездки пользовалась привычным Google Maps и никаких проблем не испытывала, так что можете не заморачиваться. С оплатой проезда все стало просто сказочно. Французы долго держались за свои ретро-билетики, но к Олимпиаде все же сдались и перешли на бесконтактные карты. А с 2025 года еще и ввели единый тариф, чтобы мы с вами не ломали голову у автоматов. 2,5 евро за метро и 2 евро за наземный транспорт. В аэропорт, конечно, дороже, а вот по городу гонять – одно удовольствие. Парижский общественный транспорт настолько удобный, что такси вам тут, скорее всего, даже и не понадобится.
Очень удобно, на всех остановках имеется электронное табло. Вы можете подойти и знать точно, сколько времени осталось до прибытия вашего рейса. Для оплаты проезда полагается вначале приобрести в кассе или специальном терминале за 2 евро пластиковую карту, а потом пополнять ее на нужное количество поездок. Правда, сегодня и карты – это уже прошлый век. Для продвинутых туристов куда удобнее оплачивать поездки NFC-чипом, встроенным в смартфон. Устанавливайте на телефон одно из 3 официальных приложений, и ваш смартфон превращается в портативную карточку для оплаты транспорта. Функционал у приложений схожий. Ссылки, как всегда, найдете в описании. Приложение несложное и достаточно понятное. Просто скачивайте, авторизируйтесь. У вас есть карта, все необходимые транспортные средства, которые вам могут понадобиться. Для покупки билета просто переходите в раздел «Покупки билета» и покупаете билет. Причем, если у вас iPhone, то все купленные билеты сразу интегрируются во встроенное хранилище карт в вашем Apple аккаунте. Оплата смартфоном звучит круто и удобно. Но тут не обошлось без ложки парижского дегтя. Из плюсов хочу отметить, что вам не нужно стоять в очередь в терминал, покупать, а потом еще и сберегать ту самую карточку. В метро вы ее верифицируете дважды. 1 раз на входе, а 2 раз на выходе. Шансов потерять смартфон в разы меньше. Из минусов обращу ваше внимание на то, что под землей у туриста фактически не будет интернета. До Wi-Fi в Париже не додумались, а мобильная связь в роуминге работает крайне плохо. Приложение типа запускается, но оплата почему-то не всегда проходит. По факту я бывала по 20 минут гневно тыкала в смартфон, чтобы просто купить билеты. Стоишь как дурак у перрона. Вроде приложение есть, а билет оплатить не можешь. В общем, мой совет – пополняйте эту виртуальную карточку заранее, иначе, спустившись под землю, вас может ждать неприятный сюрприз. Почему нельзя было сделать простую и понятную оплату PayPass, как в том же Милане? Ума не приложу. Но давайте о хорошем. Метро в Париже реально крутое. Тут вам и современные футуристические составы, и винтажные вагончики. Есть все. Ходит стабильно, тихо и комфортно. Отличная альтернатива Uber. Добраться вы на нем можете в любую часть города, например, в район Монмарт, куда теперь и лежит наш путь. Ну, а начнем мы знакомство с районами с одной яркой, эпатажной и безумно популярной улочки. Ну и не забудьте посетить пикантный Париж. Мы находимся на бульваре Клиши. Здесь все сияет неоном, а атмосфера совершенно не похожа на то, что мы видели в центре города. Эта улица – самое сердце ночной жизни и знаменитый квартал красных фонарей. Здешний бульвар – настоящий театр контрастов. Здесь соседствуют дорогие арт-галереи и игривые секс-шопы, аутентичное бистро и современные клубы. А вот именно здесь, в самом сердце этого яркого водоворота, вы и увидите ее. Ту самую красную мельницу, которая стала символом целой эпохи. Мулин Руж – это необычное кабаре. Это легенда, которая манит к себе уже больше века. Это место с самого начала стало культурным феноменом. Туда стекалась не только богема. Художники, как Анри де Тулус-Лотрек, чьи плакаты прославили кабаре на весь мир, писатели, как Оскар Уальд, но и аристократия, и даже члены королевских семей. Их всех манил сюда ослепительный, энергичный и немного скандальный канкан. Танец, который там и родился. А в 1893 году там случился еще и первый в истории стриптиз. Одна из танцовщиц во время вечеринки полностью разделась на сцене, что закончилось ее арестом и штрафом. Представляете, какой скандал? Мулин Руж – просто неубиваемая легенда. Пожары, войны, эпохи забвения, а легендарная мельница все крутится. Но давайте на чистоту. Идти на шумное шоу хотят не все. Правда, есть и шикарная альтернатива. Поднимаемся на крышу в бар «La Machine du Moulin Rouge». Берем коктейль, выходим на террасу и наслаждаемся огнями ночного Монмарта.
Атмосфера здесь гораздо уютнее, а дух легендарного кабаре чувствуется ничуть не меньше. И вот вам небольшой лайфхак. Попасть туда проще, чем на само шоу «Мулен Руж». И стоит это дешевле. Заход в кафе бесплатный, а на шоу минимум 100 евро. Так что, если вы хотите сказать друзьям «я был в Красной мельнице», но не планируете тратить состояние на билеты, это отличный компромисс. И раз мы уже говорим на тему пикантного Парижа, то вот вам еще одно заведение, куда вам захочется зайти. Правда, находится оно далеко от Монмартра, но при этом не менее легендарное и уникальное, чем знаменитая Красная мельница. Crazy Horse – это храм света и грации, где хореография соединяется с игрой теней и превращает женское тело в настоящее искусство. Атмосфера здесь завораживает так, что сердце начинает биться быстрее, но, как сказал бы Усик, «Don't push the horses». Наслаждайтесь шоу в своем темпе. Здесь нет классического канкана, как в Красной мельнице. Вместо этого фирменный стиль, одинаковые графичные парики и номера, к созданию которых прикладывали руку звезды уровня Кристиана Лабутена и Диты фон Тис. Это место доказывает, что нагота может выглядеть не пошло, а безумно стильно и кинематографично. Ой, я же совсем забыла вам рассказать об еще одном топовом занятии для туриста, которое обязательно нужно совершить в этом романтическом городе. Это признаться в любви. И, кажется, я знаю прекрасное для этого место на нашем Монмарте. А здесь место для признания любви. Кому-то или, быть может, Парижу. Всего в паре шагов от шумной улицы, где мы только что гуляли, спрятался один очень нежный и трогательный уголок – «Стена любви». Это не граффити, а целое произведение искусства, созданное художниками Фредериком Бароном и Клэр Кито. Большая стена из темного лакированного камня, а на ней 612 плиток, на которых фраза «Я тебя люблю» написана 311 раз на 250 языках и диалектах. Среди всех этих надписей можно найти и привычную нам кириллицу. Ну, я жила в Беларуси, поэтому я знаю, что кохаю тебя. Тебе. Кохаю тебя. Только не думайте, что найти здесь заветные слова будет просто. Вот ничего подобного. Обилие шрифтов и стилей моментально сбивают мозг с толку, а толпы туристов, шныряющих перед глазами, превращают поиски в настоящий квест. Но я девочка упрямая, так что включила режим Шерлока и все равно справилась. Я нашла. Идея этого места проста и гениальна. Даже если в мире постоянно происходят конфликты, любовь – это тот универсальный язык, который может объединить всех. И это действительно работает. Здесь всегда царит удивительная атмосфера. Кто-то ищет любовь на родном языке, кто-то тихо признается друг другу в чувства, а кто-то просто фотографируется на фоне этого символа единства. Но это еще не все. Присмотритесь к стене внимательнее. Вы заметите, что вся композиция разбита на множество маленьких красных кусочков. Художники задумали это как метафору – осколки разбитого сердца, которые собираются воедино с силой любви. Очень позитивно, правда? Кстати, я уже говорила вам, что район Монмарт, по которому мы сейчас гуляем, это, по сути, один большой холм. Если нет, то сейчас вы это прочувствуете. Чтобы покорить эту вершину, у нас есть целых 3 варианта. Для тех, кто хочет сэкономить силы, работает фуникулер. Оплата аналогична метро. Для любителей атмосферности – милый паровозик-шаттл, который курсирует по склону. Но самый романтичный, хоть и трудный путь – это подъем по знаменитой лестнице. Именно по этим ступенькам взбегала Амели из одноименного фильма. И именно здесь разворачивалась одна из самых эпичных сцен в одном популярном блокбастере. По этим ступенькам прям чувствую себя Киану Ривз. Или Джон Уик, как вам удобнее.
Только в отличие от него за вами никто не гонится, так что можно и передохнуть, сделать пару кадров открывающихся видов, а они тут потрясающие с каждой площадки. Вообще, из всех путеводителей, что я видела в интернете, самый лучший – это Джон Уик. Серьезно, сценаристы специально иронично погоняли героя по всем самым ярким и зрелищным достопримечательностям Парижа. От Триумфальной арки до вот этих самых ступенек. Даже я бы круче маршрут не придумала. Так что, поднимаясь, вы буквально повторяете путь голливудской легенды. Только, надеюсь, с меньшими потерями для себя и окружающих. Но как только вы доберетесь до вершины, усталость мгновенно сменится восторгом. Прекрасная панорама Парижа, по-моему. Правда, даже этот потрясающий вид меркнет на фоне того, что стоит у нас за спиной. Базилика Сакрé-Кёр заслуженно считается жемчужиной Монмартра. Название переводится как «Святое сердце». Это белоснежная церковь, которая кажется то ли сказочным дворцом, то ли воздушным замком. Она буквально парит над Парижем и видна почти с любой точки города. А знаете, почему она такая ослепительно белая? Ее построили из особого известнякового камня травертина, который добывали в городке Шато-Ландон. Те, кстати, кто смотрел мое видео про Памуккале, уже достаточно детально о нем наслышаны. При контакте с дождевой водой этот камень выделяет белый кальцит, то есть базилика буквально самоочищается после каждого дождя. Природа – лучший реставратор. Архитектор Поль Абади вдохновился римско-византийским стилем, поэтому Сакрé-Кёр так отличается от готических соборов вроде Нотр-Дама. Обязательно зайдите внутрь. Там находится один из самых больших и красивых мозаичных потолков в мире под названием «Благовение Франции перед Святым Сердцем Господним». А еще в одной из часовен горит вечная лампада. Ее пламя не гаснет с 1885 года, и паломники приходят помолиться рядом с ней. Но лично для меня главная магия Сакрé-Кёр – это вид с ее ступенек. Это одна из лучших и самых высоких точек для обзора Парижа. Здесь всегда царит невероятная атмосфера. Кто-то сидит с бутылочкой вина, кто-то слушает уличных музыкантов, а кто-то просто молча смотрит на закат над крышами города. Обязательно посидите здесь, хоть немножечко. Это тот самый момент, когда понимаешь, почему Париж называют городом любви. По вечерам на этих ступенях начинается настоящее шоу. Местные музыканты устраивают здесь такие концерты, что усидеть на месте невозможно. Кто-то затягивает знакомый хит, и через минуту подпевает уже вся лестница. Это какой-то запредельный уровень драйва, когда веселая молодежь и элегантные старички вдруг пускаются в пляс. Атмосфера настолько теплая, что уходить отсюда просто преступление. Но буквально в 2 минутах ходьбы нас ждет совсем другой мир. Мы ныряем вглубь квартала и попадаем на площадь Тертр. Ту самую, где когда-то Пикассо и Ван Гог спорили об искусстве за порции абсента. Сегодня это гигантская галерея под открытым небом. Здесь десятки художников и карикатуристов борются за ваше внимание. Можно просто поглазеть на картины, а можно рискнуть и заказать свой шарж. Поверьте, это будет самый веселый и аутентичный сувенир, который вы привезете из путешествия. Интересно, что у каждого художника на площади есть свое место, буквально квадрат земли, закрепленный за ним. Говорят, очередь на эти места расписана на годы вперед, потому что попасть на театр художника – это как выйти на парижский подиум. Площадь Тертр – это Париж в миниатюре. Шумный, веселый, творческий и немного хаотичный. Тут понимаешь, почему Монмартр навсегда останется символом вдохновения. И знаете, в такие моменты особенно остро чувствуешь, насколько разным бывает мир. Здесь на площади люди творят, пишут картины, влюбляются.
Покупает искусство, платит налоги, которые идут на музеи, школы и поддержку тех, кто нуждается. А всего в паре тысяч километров такие же люди с теми же руками и сердцами строят ракеты и танки, спускают бюджеты на убийство соседей, вместо того, чтобы заботиться о своем народе. Ну вот как, скажите, одна и та же человеческая энергия может создавать красоту или разрушать жизни? У меня это просто в голове не укладывается. Ну вот прям даже добавить нечего. Ну да ладно, не будем про варваров. Давайте лучше расскажу вам об еще одном обязательном занятии для туристов в Париже. А еще, гуляя по Парижу, вы просто обязаны потеряться в районе Монмартр. Только аккуратно, здесь можно застрять и очень надолго. Монмартр – это еще и настоящий лабиринт с сюрпризами. Вот, например, местный мастер по просачиванию сквозь стены. Этот парень – герой рассказа Марселя Эмме, который однажды обнаружил у себя суперспособность, но, кажется, немного не рассчитал габариты. Выглядит максимально эффектно. Бедняга застрял в камне так натурально, что его хочется не просто сфотографировать, а реально вытянуть за руку. Гуляя по Монмартру, не забудьте подойти к этому симпатичному молодому человеку, потереть ему руку и загадать желание. Сколько же можно загадывать, когда что уже сдохнешь? Прогуливаясь по Монмартру, вы точно найдете самый атмосферный в Париже скверик. Встретите ту самую сказочную карусель и уютное кафе с клетчатыми скатертями. Здесь жизнь сплошное уличное шоу. Мимы, аккордеонисты и мастера мыльных пузырей. И знаете, это такой кайф забыть про все и прыгать за гигантским пузырем вместе с детьми. В этом и есть магия района. Он возвращает нас в детство. Я не буду раскрывать все его секреты, ведь Монмартр лучше открывать самому, в своем ритме, под музыку случайного прохожего и с ароматом горячего круассана в руках. Наслаждайтесь. А сама я снова смухлюю. Спущусь под землю и вернусь на уже знакомый нам остров Сите, где мы, собственно, и закончили предыдущее видео. Ведь прямо рядом с островом разместилась одна очень красивая и любопытная площадь – Сити-Холл Сквер, которую я вам еще не успела показать. Ну что, друзья, вот мы и переместились на площадь Отель де Виль. Вы только посмотрите на это величественное здание. Нет, не отель, как можно было бы подумать из названия. Это парижская мэрия, и она просто поражает своим масштабом. Данная площадь всегда была сердцем города. Когда-то здесь проводили публичные казни, а позднее стали устраивать концерты, фестивали и спортивные мероприятия. Но в последние годы площадь претерпела просто революционные изменения. С октября 2024 года начались грандиозные работы. Привычную за сотни лет уличную плитку сняли и вместо нее создали настоящий городской сад. Вместо жаркой каменной площади теперь перед мэрией образовались уютные аллеи, которые летом дарят людям прохладу и новое дыхание площади. В наши дни отель де Виль снова полностью открыта и стала примером перемены эпох. Она словно говорит о том, что Париж не только умеет сохранять свое историческое наследие, но и умеет эволюционировать, становясь лучше и комфортнее для горожан. Все-таки замечательная получилась реконструкция. Здесь и зелень, и плитка, и площадь для собраний и мероприятий. Кстати, мне очень повезло с таймингом. В дни моего посещения в Париже как раз проходил масштабный молодежный спортивный фестиваль. Площадь буквально бурлила энергией. Этот неповторимый командный дух и счастливые детские крики, кажется, разносились по всему центру города, превращая историческую локацию в одну огромную игровую арену. Обратите внимание на какие красивые флаги.
разместили на мэрии в Париже. Такое обилие красивой символики передает площади особый шарм. Но мы не будем долго стоять на месте, ведь самое интересное часто прячется в тени соседних улиц. Ну а буквально в паре шагов отсюда нас ждет еще одна необычная и редко упоминаемая достопримечательность. Красивый зеленый сквер, а посредине обалденная башня Сен-Жак. В Париже этих скрытых жемчужин просто пруд-пруди. Ты идешь по центру Парижа, и вдруг бац, башня из ниоткуда. Высокая, стройная, без собора, но зато с историей алхимиков и паломников и потрясающим видом на город. Эта готическая красавица – все, что осталось от церкви святого Иакова, разрушенной в XVIII веке. Церковь снесли, а башню решили сохранить. И не зря. Она стала не только ориентиром для паломников, отправляющихся в Сантьяго де Компостела, но и источником легенд. В средние века здесь собирались алхимики, мечтая о философском камне и бессмертии. Не знаю, что за ритуалы там проводили, но наверняка что-то загадочное и мистическое. В наши дни на башню подняться, увы, нельзя. Говорят, небезопасно. Спорить не буду, правда, не факт, что к вашему посещению реставраторы не исправят картинку. Но самое главное в этом сквере то, что здесь нет привычных для Парижа толп, как у той же Эйфелевой башни или Монпарнаса. Потрясающий по красоте парк и, к счастью, еще не сильно распиаренный среди туристов, а потому ловите момент. От готической красотки Сен-Жак давайте для контраста направимся дальше, в сторону одного из самых неожиданных современных зданий Парижа. Если здание выглядит так, будто его собрали из детского полусломанного конструктора, вы пришли по адресу. Центр Помпиду. Рай для тех, кто любит искусство, которого я не понимаю, но, наверное, что-то все-таки в этом есть. Помпиду – это не просто музей, а настоящий космический корабль в центре Парижа. Архитектура шокирует, коллекции вдохновляют, а вид с крыши – один из лучших в городе. Здание открылось в 1977 году и сразу разделило Париж на два лагеря. Одни были в восторге от его революционного вида, другие называли уродливым заводом. Все коммуникации, трубы, лифты, вентиляции вынесены наружу и раскрашены в яркие цвета. Но именно в этом и заключалась идея – показать, что музей – это не мраморный храм, а открытое пространство для всех. Внутри – настоящий храм современного искусства с работами Пикассо, Уорхола и Кандинского. Даже если для вас это «мой ребенок нарисует лучше», заглянуть сюда точно стоит. По залам центра Помпиду можно гулять часами. Здесь всегда найдется экспонат, который заставит вас либо восхититься, либо в недоумении чесать затылок. В любом случае, скучно не будет. В качестве приятного бонуса там вас будет ждать еще смотровая площадка, откуда открывается весьма неплохой вид на город. Правда, по состоянию на текущий момент ни площадку, ни красивые внутренние залы вы все равно увидеть не сможете. Музей закрыт на масштабную реконструкцию. Обещают открыть его заново аж в 2030 году. Если же внутрь заходить вы все равно не планировали, то просто выйдите на площадь перед зданием. Здесь всегда людно и весело. На фоне яркого строения собираются уличные музыканты, акробаты, фокусники, а летом это место превращается в настоящую сцену. Танцоры и артисты устраивают шоу, собирая вокруг десятки зрителей. Но и нельзя пройти мимо расположенного здесь яркого и уникального фонтана Стравинского. Это, пожалуй, одна из самых необычных достопримечательностей Парижа. Фонтан появился на площади в 1983 году и стал результатом сотрудничества скульпторов Жана Тенгли и Ники де Сен-Фаль, известных своим авангардным подходом к искусству. Этот фонтан – полноценный механический цирк. Здесь 16 безумных скульптур, которые крутятся, плюются водой и живут своей жизнью. Все эти яркие губы, колеса и клоунские фигуры – визуальный пересказ музыки Стравинского.
Выглядит максимально дерзко, особенно на фоне строгой готической церкви по соседству. Такой себе контраст – старинные своды и танцующие роботы в одной чаше. Настоящая визуальная симфония с чувством юмора. В общем, наверное, я что-то в этом мире не понимаю. Но в 2017 году BBC даже включила этот фонтан в топ-10 самых красивых фонтанов мира, подчеркнув его уникальность и необычную атмосферу. И это в одном ряду с красавцами Треви и фонтаном в Версале. Серьезно? И даже если вы не поклонник современного искусства, сюда все равно стоит заглянуть, чтобы ощутить, что Париж умеет быть не только классическим, но и авангардным. Ну а дальше я предложу вам немного отдохнуть от достопримечательностей и просто прогуляться по городу. Ведь теперь наш маршрут привел нас в один из самых известных районов Парижа – Маре. Сегодня это модный, шумный и стильный квартал, но еще пару веков назад здесь были болота. Отсюда и название «Мариас», в переводе «болото». В средние века эти земли осушили, и богатые вельможи стали строить на их месте свои особняки. Местные особняки 17 века видели столько сплетен и интриг, что хватит на пару сезонов Бриджертонов. Настоящий аристократичный шик, мимо которого просто невозможно пройти, не сделав пафосное фото. Маре – это парижский стиль в чистом виде. Винтажные бутики, арт-галереи, кафе с миндальным круассаном и запахом истории. Здесь легко влюбиться в улочки, в атмосферу и в себя. Этот район вообще работает как один большой музей под открытым небом, где концентрация арта просто зашкаливает. И будьте готовы к тому, что за каждым поворотом вас будет ждать очередная шедевральная выставка. Именно в Маре, в роскошном старинном особняке Сале, расположился музей Пикассо. Это очень символично для района – смотреть на дерзкие, ломающие каноны работы Пабло в окружении классической лепнины. Вообще, дух свободы и самовыражения здесь буквально в воздухе, и он не ограничивается только холстами художников. От авангардного искусства эта свобода плавно перетекает на сами улицы. Маре уже давно стал главным радужным центром города. А еще этот район славится своим толерантным отношением к ЛГБТ-сообществу. Поэтому всяким скрепным здесь наверняка особенно понравится. А если вы любитель сокровищ с историей, то Маре – это ваш личный клондайк. В местных винтажных лавках среди груды безделушек вполне можно откопать Шанель прошлого века или брошь, которую носила чья-то очень стильная французская бабушка. Какой браслет красивый. Так что Маре – это Париж во всей своей многослойности. Аристократические особняки, еврейские улочки, радужные бары, модные галереи и кафешки с миндальным круассаном. Район, где история и современность встречаются за каждым поворотом. А еще в этом районе находится старейшая и одна из самых красивых площадей Парижа. Пойдемте покажу. Это площадь Вагезов, первый в истории Парижа пример спланированной площади. Построенная в начале 17 века по приказу Генриха IV, она сразу стала местом притяжения аристократии. Все здания вокруг возведены в едином стиле – красный кирпич, белый камень и аркады внизу. В то время это была настоящая революция в градостроительстве. Гармония и симметрия вместо хаотичных средневековых улиц. Здесь Париж как будто включил режим винтаж. Все такое ровное, старинное, благородное. Даже голуби выглядят интеллектуально. Идеальное место, чтобы понарошку почувствовать себя героиней французского романа. В тени аккуратных деревьев лавочки, художники, галереи и внезапно дом Виктора Гюго. В общем, просто зайдите и побудьте здесь, почувствуйте, как дышит старый город Париж. Сегодня это одно из самых уютных мест в Париже.
Пока под сводами каменных аркад художники выставляют свои работы, а в модных галереях идет тихий торг за предметы искусства, в центре площади жизнь течет совершенно в другом ритме. Это одно из тех прекрасных мест Парижа, где официально разрешено сидеть на газонах. Поэтому не удивляйтесь обилию людей с багетами, сыром и бутылочкой вина прямо на траве. Здесь мамы гуляют с детьми, студенты читают книги у фонтанов, а уличные музыканты часто устраивают концерты классической музыки, звук которой магически резонирует от стен из красного кирпича. Атмосфера здесь настолько спокойная и камерная, что шум большого города моментально стихает, оставляя вас наедине с историей и ощущением абсолютного парижского счастья. Рядом туристов будет ждать еще одно знаковое место Парижа – площадь Бастилии. Сегодня это оживленная площадь с транспортными развязками, кафе и новой оперой. Но в памяти и истории Франции она навсегда связана с главным символом революции. Именно здесь стояла средневековая крепость-тюрьма Бастилия. 14 июля 1789 года горожане взяли ее штурмом, и это событие стало началом Великой Французской революции. От самой крепости сейчас ничего не осталось, но на площади вы можете найти очертания ее фундаментов, обозначенные мостовой. В центре возвышается колонна июльской революции. Она была установлена в память о жертвах восстания 1830 года. На ее вершине сияет позолоченная статуя гения свободы – ангела, несущего факел. Сегодня Бастилия – популярное место для прогулок. Здесь расположена опера Бастилии – современное здание, открытое к 200-летию штурма крепости в 1989 году. А сама площадь остается символом борьбы за свободу и любимым местом для митингов, концертов и массовых мероприятий. Хотя в реальности, конечно, массовые парижские протесты и забастовки можно встретить далеко не только на этой площади. В Париже очень часто бывают протесты. Люди здесь привыкли говорить свое мнение, и, как правило, правительство их слушает. Но это не наш Париж сегодня, поэтому идем дальше. Хотя, признаюсь честно, бастуют французы по-настоящему эпично. Они могут запросто заблокировать Елисейские поля колонной фермерских тракторов, вывалить тонну навоза прямо перед мэрией или выстроить пылающие баррикады из мусорных баков. И глядя на то, как смело и свободно здесь бросают вызов власти, сложно не почувствовать эту колоссальную пропасть в правах человека. Вот попробуйте вы выйти с плакатом «Нет вобли» на Красную площадь. Лет через 10, когда выйдете, напишите свое мнение внизу под видео в комментарии. Так что даже если сейчас вокруг на площади Бастилии только машины и шум, стоит остановиться и представить. Именно отсюда началась новая эпоха Франции. И, кстати, именно отсюда начнется и новая глава нашего путешествия. Ну, точнее, не прямо отсюда, а от соседнего вокзала. Пойдемте и его покажу. Лионский вокзал – один из самых красивых и оживленных вокзалов Парижа. Его легко узнать по высокой часовой башне, которая величественно возвышается над площадью, чем-то напоминая Биг Бен. Сам вокзал построили в конце XIX века для всемирной выставки, и с тех пор он стал символом путешествий и новых открытий. Внутри Лионского вокзала всегда кипит жизнь. Туристы с чемоданами, парижане в деловых костюмах, а посреди всего этого – рояль. Любой желающий может сесть за него и сыграть, и, поверьте, музыка здесь звучит почти всегда. То кто-то выводит классическую мелодию, то другой начинает джазовую импровизацию. Атмосфера получается особенная. Вокзал словно превращается в концертный зал, где каждый пассажир становится зрителем. С вокзала легко отправиться в любой уголок Франции – Прованс, Альпы и Лазурный берег.
Правда, про эти мои путешествия вы уже узнаете из следующих видео. Ну а сегодня, раз уж мы уже на вокзале, предложу вам расширить наше путешествие и взглянуть на Париж немного шире. Ведь город – это не только Лувр, Эйфелева башня и Нотр-Дам, а и его окрестности. Всего в получасе езды от центра найдется множество мест, которые вам обязательно стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Железнодорожное сообщение в Париже – это отдельный вид искусства и, пожалуй, самый удобный способ передвижения. Система здесь продумана до мелочей. Вокзалы в Париже работают как настоящие телепорты. Всего их 6, и каждый – это ворота в свое уникальное направление. Хотите в Нормандию к морю? Вам на Сен-Лазар. Мечтаете о замках Луары? Добро пожаловать на вокзал Аустерлиц. А скоростные поезда TGV – это вообще восторг. Они домчат вас в другой конец страны с таким комфортом, что вы даже не успеете допить свой утренний кофе. Но самое классное – это интеграция. Вам даже не всегда нужно ехать на центральный вокзал. Можно просто зайти в метро в центре города, пересесть на электричку РЭР, и вот вы уже покидаете шумные проспекты, направляясь к тихим пригородам. Эти рельсы – ключ, который поможет нам расширить границы нашего путешествия. Более того, именно благодаря им мы в будущем отправимся в настоящий гастротур и совершим незабываемое турне по лазурному побережью Франции. Но это все будет чуть позже. А для начала я отобрала для вас 10 топовых локаций, которые находятся буквально в часе езды от центра Парижа. Это места, где история оживает, а картинка вокруг заставляет сердце биться чаще. Но, как вы уже и сами догадались, все эти сокровища я покажу вам уже в следующем видео. Так что не переключайтесь, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующую часть путешествия в Париж. До встречи!